подвергаем критике некоторые вещи. Я курирую все процессы, что-то моделирую, что-то придумываю. День иногда проходит незаметно. Он тогда еще был бодрый, а сейчас уже устал. Это не для записи, это был... об этом почти никто не знает. Чаще всего это просто шоу-кар, который просто ни на что больше не способен. Потому что у меня не было даже компа. Я сидел и рисовал карандашами эскизы. Просто, крашеные стены, какой-то линолеум на полу. Мне кажется, нам это удалось. Мой табельный номер 32. То есть можно понять, сколько на старте было людей. Моя профессия как дизайнера, она же не только предполагает рисовать какие-то картинки, скетчи, выбирать цвет. Технологию надо знать, быть конструктором в какой-то степени. Сразу, конечно, знания эти не приходят, сколько бы ты не учился. Это только опыт, практика на производстве. Угловато получится, если я сейчас скажу, что меня зовут Кулай Александр Валерьевич, руководитель группы дизайнеров. Когда я только устроился в компанию, первой моей задачей стала разработка эскизов внешнего облика высокоскоростного транспорта. Минимальный коэффициент аэродинамического сопротивления. Общая концепция этой машины была, конечно же, создана Анатолием Эдуардовичем. Мне только оставалось воплотить это в графике 3D-модели. Да, это один из самых больших нимбусов. Брать все от природы. Туловища рыбы или птицы, крыло, хвост закладывались в образ этих машин. В этой машине практически нет покупных элементов. Если заходим в любой обычный транспорт, городской, метро, автобус, то мы увидим крашеные стены, какой-то линолеум на полу. Здесь была идея создать какой-то такой сюр. Это создает какую-то атмосферу при таком освещении, что ты находишься в открытом космосе просто. Здесь обычно происходит какая-то подсборка машины. Это у нас Unicorn, он уже отправляется в малярку и будет финально выкрашен краской и лаком в соответствии с выбранной концепцией. Конечно, это моя работа, это непосредственно мой дизайн. Сейчас наша группа работает над транспортом для проекта «Сосны». Эстетика и простота соединены в этой машине максимально, насколько мы смогли это проработать. И, в принципе, мы уже прошли практически этап технологической и конструктивной проработки. То есть мы практически на старте ее уже производства. В этом цеху будут производиться детали для проекта «Сосны», о котором мы уже говорили. На этих станках точится деревянная матрица, на которую или в которую впоследствии укладывается материал для изготовления деталей интерьера. То, над чем я работаю, это как раз машина, которую мы называем «Сосны», и я занимаюсь ее интерьером. Салон юнимобиля для сосен рассчитан на 6 сидячих мест. У нас есть еще и опция как для людей с ограниченными возможностями. Машина должна как снаружи отражать окружающую среду, так и изнутри машины мы можем наблюдать окружающее пространство. С конструкторами мы, в принципе, говорим на одном языке, поэтому мы находим какую-то золотую середину, и, в принципе, у нас все получается. Иногда мы как-то подвинемся, иногда конструктора. Все ради того, чтобы конечный результат был красивый, комфортный, надежный. Конечно, ощущаешь причастность к большому делу, к какой большой команде. Конечно, возникает непроизвольное чувство гордости. Как и все творческие люди, испытываю некоторую гордость. Приятно видеть результат своей работы.